Приветствую вас на канале Техревизор. В этом рейтинге 2025 года разберемся, какие процессоры можно рассмотреть к покупке при минимальном бюджете до 10 тысяч рублей. Я отобрал 5 годных вариантов от Intel и AMD для новой сборки ПК или для обновления старой. Сразу уточню, в рейтинге нет никаких Xeon'ов, Athlon'ов и прочих закаменелых образцов. Более того, даже Intel 10-го поколения и Ryzen 3000 серии тяжело, но выдворил из подборки, оставив только более-менее актуальные модели. Далее расскажу о каждом процессоре, его характеристиках с ядрами, потоками, частотами, сокетом, ТДП и о том, на что все это способно. И под конец вы сможете взять на заметку пару моделей для своего ПК. А чтобы вы могли узнать актуальную стоимость моделей из этого рейтинга, я оставлю в описании под видео ссылки на маркетплейсы. Прежде чем продолжить, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить выход новых обзоров и рейтингов. Ну а теперь приступим. На пятом месте Intel Core i3-12100F. Это один из самых дешевых процессоров подборки, который стоит в районе 6000 рублей на момент записи видео. 12100F хорошо подойдет для бюджетной сборки, если вы не планируете работать с 3D-графикой или заниматься тяжелым видеомонтажом. Он справляется с повседневными задачами: офис, браузер, YouTube, даже Photoshop и любительский монтаж Full HD. В играх тоже показывает себя достойно, особенно в паре с видеокартой уровня RTX 3060 или RX 6600. Учитывайте, что встроенной графики у проца нет, поэтому без дискретной никак. Этот процессор устанавливается в сокет LGA 1700, а значит подойдет для недорогих плат на чипсетах Intel 600 серии. Например, B660 или H610. У i3-12100F 4 физических ядра и 8 потоков благодаря технологии Hyper-Threading. Это значит, что каждое ядро может выполнять по 2 потока задач одновременно. Полезно при многозадачности. В играх и легком рендеринге этого набора хватит с запасом. Конечно, в тяжелых рабочих сценариях он уступает 6 и 8-ядерным моделям, но за свою цену показывает отличные результаты. В базовой нагрузке процессор работает на частоте 3,3 ГГц, а при необходимости разгоняется в турбобусте до 4,3 ГГц на одном ядре. Под полной нагрузкой на все ядра выдает около 4,1 ГГц. Так, в однопоточных задачах, например, в играх или старых программах, процессор работает быстро и уверенно. Уровень тепловыделения составляет 60 Вт. Это очень скромно. То есть даже с простеньким кулером процессор не перегреется, а блок питания на 450-500 Вт вполне справится со всей системой. Но если разгонять, то энергопотребление может вырасти до 100-120 Вт, и тогда уже нужно подумать о лучшем охлаждении. А разгонять этот проц можно до целых 5 ГГц, имейте в виду на будущее. Четвертое место занимает Intel Core i3-13100F. По большей части с прошлым процессором они очень похожи, но тут все-таки поколение поновее. Почему бы его не рассмотреть, тем более, что в наш бюджет вмещается. В целом это хороший выбор, если кто-то хочет 4 ядра и 8 потоков на более-менее актуальной архитектуре без переплат. По сути, один из самых мощных i3, которых можно взять за бюджет до 10 тысяч. От прошлого Гену он в первую очередь отличается повышенными тактовыми частотами. Тут в базе проц работает при частоте 3,4 ГГц. В турбобусте повышается до 4,5 ГГц. Общий прирост небольшой, но он есть и свой 0,1% эффективности прибавляет. Но главное, что уровень ТДП остался тем же, поэтому переживать об охлаждении тоже не придется. Работает i3-13100F на том же сокете LGA 1700 и поддерживает как DDR4, так и DDR5 оперативную память. Удобно, если вы собираете систему с нуля или апгрейдите старую. Главное, помнить, что у него нет встроенного видеоядра, так что видеокарта потребуется обязательно. Также остался тот же уровень кэш-памяти. 5 МБ кэша L2 и 12 МБ кэша L3. Это быстрая память между ядрами и оперативкой. Чем ее больше, тем меньше задержек при выполнении задач. В легких играх и повседневных задачах такой объем работает отлично. Задержек не замечено, все грузится быстро. Третье место занимает Ryzen 5 5500.
Это один из самых доступных шестиядерников на архитектуре Zen 3. Его часто берут для бюджетных игровых сборок, и не зря. За скромную цену он предлагает 6 ядер и 12 потоков, чего хватает и на современные игры, пусть и на низких настройках, и на легкий монтаж видео, и на офисные учебные задачи с запасом. Если, грубо говоря, сравнить его с i3 12100F или 13100F, можно сказать, что Ryzen 5 5500 дает примерно на 15-20% больше производительности. Устанавливается он на сокет AM4, то есть не надо искать редкую плату. Материнские платы на чипсетах B450 и B550 отлично подходят, а значит, можно собрать ПК за разумные деньги, особенно если подобрать БУ-комплект. Только учитывайте, что видеокарту процессор не заменит. Встроенной графики тут нет, так что без дискретной карты не обойтись. По производительности 6 ядер и 12 потоков хватает для многозадачности. Рабочие процессы 3,6 ГГц в базовом режиме и до 4,2 ГГц в турбобусте. В повседневных задачах буст частенько включается, ускоряя запуск приложений и отклик. Но в тяжелых задачах он быстро упирается в потолок. 4,2 ГГц не рекорд, но для своего класса нормально. Запустили игру, скачивайте что-то на фоне, открыта пара вкладок с Ютуба, все тянет. Однако тяжелый рендер и профессиональный софт вроде Blender на нем работают, конечно, медленно. ТДП тут не особо выше, чем у прошлых Intel'ов, в районе 65 Вт. То есть, опять же, такой процессор не требует дорогой башни или СВО. Достаточно обычного кулера уровня Deepcool, Gamax или даже комплектного. Греется мало, даже под сильными нагрузками температура держится в районе 60 градусов, поэтому подойдет для тихих сборок. На втором месте Intel Core i5 11400F. А вот ответ Intel. Шестиядерный Intel Core i5 11400F. По цене и производительности все то же самое, что и у прошлого Ryzen 5500, поэтому можете выбирать между ними двумя, что предпочтительнее. По основным параметрам имеем все те же 6 ядер и 12 потоков с частотой от 2,6 ГГц до 4,4 ГГц. Кэш-памяти тоже не особо много, но с повседневными задачами, работой и играми на средних настройках система справляется. Прот становится в сокет LGA 1200. Модель хорошо работает даже на платах с чипсетами B560 и H570, то есть можно собрать систему без переплаты. Но есть нюанс. Множитель для разгона заблокирован. Хотя, конечно, если захочется, лимиты мощности можно немного приоткрыть. Intel сама говорит, что это не оверклокинг. Правда, при этом процессор будет потреблять 130 Вт и выше. Да, по ТДП тут отдельная история. Хоть у процессора заявлен скромный ТДП в 65 Вт, но это только на бумаге. Под реальной нагрузкой он может разогреться как чайник. Поэтому простенький кулер за 1500 рублей – это крайний минимум, а лучше взять что-то башенное, с медной основой и трубками. Опять же, рейтинг кулеров вам в помощь. С нормальным охлаждением в Red Dead Redemption 2 температура процессора не превышает 61 градуса. Кулер не взлетает, тротлинга нет. Warface и подавно. Процессор проохлаждается, как будто зашел на полчасика. В Heroes and General загрузка не превышает 50%, а в Cyberpunk 2077 уже серьезно, до 80% и 62 градусов по Цельсию. Но все еще без драм, так что на охлаждении лучше не экономить. Пока далеко не ушли, хотел бы еще про i5 12400F пару слов сказать. В целом, если ваш бюджет позволяет растянуться на пару тысяч, имеет смысл взять апгрейднутый 12400F и выжать еще больше FPS с еще большим ТДП. Потом точно не пожалеете о доплате. Ну, это так, просто для информации вам. Лидером рейтинга стал Ryzen 5 5600. Самый народный Ryzen, который уже не первый год держит свою позицию. По цене он получается прям в притирку к 10 тысячам. Этот проц можно назвать золотой серединой в нашем бюджете. Не перегревается, стоит адекватно, работает шустро. Если нужен универсальный камень для игр, работы и апгрейда старого ПК без больших вложений, это он. Ryzen 5 5600 устанавливается в проверенный временем разъем AM4. То есть он подходит для большинства материнских плат от B450 до B550 и X570. У процессора 6 ядер и 12 потоков. Тактовая частота в обычном режиме 3,5 ГГц, а при нагрузке разгоняется до 4,4 ГГц в режиме Boost. Кэш-память у него больше всех только на третьем уровне. Это 32 мегабайта. На втором, как и у большинства, 3 мегабайта. На что прот способен? В
В связке с видеокартой уровня RTX 4060 или RX 6700 XT процессор тянет все современные игры Full HD и даже QHD. В Hearts of Iron 4, City Skylines, фарминг-симулятор и подобных играх его хватает с запасом. Загрузка редко превышает 50%. Также подойдет для стриминга и монтажа на любительском уровне. Причем его уровень тепловыделения 65 Вт. Тут об охлаждении особо переживать не надо. Даже с обычным недорогим воздушным кулером температура в стресс-тестах не превышает 61 градус. По итогу, Ryzen 5 5600 хорошо смотрится в бюджетной сборке с какой-нибудь видюхой уровня RTX 3060, 4060 или аналогом AMD плюс базовый блок питания на 550 Вт. Материнка на чипсете B550, простой кулек, недорогая ОЗУ DDR4. И получается приличная бюджетная сборка для работы, любительского гейминга и домашнего использования в ближайшие годы. На этом мой рейтинг подошел к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можно посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.